Всего пара простых ингредиентов, 5 минут времени и быстрый вкусный завтрак готов. Всем привет, с вами Олеся на канале Готовим дома. Если обычная яичница на завтрак надоела, попробуйте этот рецепт, и ваш завтрак никогда не будет скучным. В миску разбиваю 3 куриных яичка, добавляю столовую ложку молока и щепотку соли. Беру венчик, все хорошенько перемешиваю, немного взбиваю, все делаю как для обыкновенного классического омлета. Все уже готово. Беру кусочек сыра и натираю его на терке. Сыр можете брать абсолютно любой, желательно, чтобы он хорошо плавился. Сковороду смазываю маслом, можно растительным, я использую топленое. Теперь выливаю немного яичной массы, чтобы покрыть дно сковороды. Посыпаю сверху сыром. Жду, когда омлет немного схватится, и аккуратненько сворачиваю. Начинайте сворачивать в рулетик, когда уже видите, что низ яйца схватился, а сверху еще остается жидкость. Выливаю еще немного яичной массы, посыпаю сыром и снова, когда вижу, что омлет начинает схватываться, сворачиваю его аккуратненько в рулетик. Таким образом продолжаю подливать омлетную массу и сворачивать омлет в рулет. Я настоятельно вам рекомендую добавить любые типичные ингредиенты для омлета, которые вы любите и предпочитаете. Это может быть ветчина, нарезанный болгарский перец, любая зелень. В общем, все, что вы любите. Таким образом жарим омлет на среднем огне, пока не закончится вся омлетная смесь. А что вы чаще всего готовите на завтрак? Что для вас вкусный завтрак? Это блинчики, яйца, овсянка или что-то еще? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Мне будет очень интересно узнать ваши любимые блюда для завтрака. Давайте попробуем, отрежем кусочек и посмотрим, что же у нас получилось. Омлет получился очень-очень нежный, очень вкусный. Вроде те же самые яйца, но вкус получается просто какой-то необыкновенный. Так что теперь вы узнали еще один способ, как можно красиво и оригинально приготовить яйца на завтрак. Таким способом готовят яйца в Японии. Попробуйте и вы, и я уверена, что это блюдо понравится не только вам, благодаря тому, что оно очень быстро и просто готовится, но вы также можете подать его вашим гостям на праздничный стол. Этот рулетик можно подать целиком или нарезать на кусочки, украсить болгарским перчиком красным, посыпать зеленью, получится необыкновенная красота. Готовьте рулет, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. С вами была Олеся на канале Готовим дома. До новых вкусных рецептов, и я надеюсь, мы с вами скоро увидимся. Пока-пока.